Демарш в украинском правительстве. Оборонный комитет Верховной Рады идет против желания Зеленского. Что на этот раз? Резкое обращение НАТО к Путину. Альянс отвечает Кремлю чем и как. Готовность президента к объединению с другой страной. Территория может уйти под контроль другой столицы. Внезапное решение тех, кто борется с Россией. Названы сроки завершения войны. Почему боевые действия могут утихнуть, но война нет? И что попытается продавить Зеленский народу? Международный раздор. Ереван против Москвы. Армения реагирует на слова о новой спецоперации России в странах Азии. Узбекистан становится рядом. Россиян собираются встречать не покорностью, а отпором. Кто разжег скандал? Окружены и не готовы. Лукашенко признал проблемы. Российские испытания на границе с Казахстаном, иранский удар по американским войскам, Тегеран предупреждает Трампа и личная война Долиной. Отчет пошел. Приставы идут за певицей. Об этом и не только. Досмотрите. Друзья, как всегда, всем привет. Это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Поддержите прямо сейчас лайком, комментарием и репостом, а я начинаю. Фильтр на границе. Эстония против российских военных. Речь об участниках российско-украинской войны. Таллин закрыл въезд в Шенген для 261 представителя армии РФ. В Эстонии уверяют, это только начало. Таллин продавливает идею общего черного списка для всей шенгенской зоны, чтобы представители ВС РФ не могли получить визы и ВНЖ и в целом попасть в Европу. У них есть боевой опыт, военная подготовка и часто потенциальное криминальное прошлое. Кроме того, они психологически травмированы. Угроза, исходящая от них, не является теоретической. Речь идет как о возможном выполнении заданий российских спецслужб, так и об участии в организованной преступности. 7 среди алкогольного груза украинских мужчин попытались вывезти из страны среди палет с пивом. Пункт пропуска Мамалыга стал местом громкого разоблачения. В грузовике до отказа, забитом бутылками, пограничники обнаружили граждан Украины, спрятанных прямо между товарными палетами. Водитель фуры пытался незаметно переправить их в Молдову, рассчитывая заработать от 6 до 13 тысяч евро с каждого. Во время обыска в кабине нашли 34 тысячи евро наличными, деньги, которые должны были стать платой за выезд из страны. Отмечу, что это уже третье за последние несколько дней заявление украинской погранслужбы о задержании мужчин. В официальных сообщениях их называют нарушителями. Все происходит на фоне мобилизации и недавних сообщений погранслужбы о том, что за 2025 год было задержано 13 тысяч мужчин, которые пытались оказаться в ЕС. При этом 1500 выбрали для выхода из страны белорусское направление. Международный скандал. Ереван недоволен заявлениями из Москвы. Посла РФ срочно вызвали в МИД Армении и вручили ноту протеста. Причина – Владимир Соловьев. Его слова назвали посягательством на суверенитет страны и враждебным жестом. Было подчеркнуто, что это неприемлемое посягательство на суверенитет Республики Армения, враждебное проявление и грубое нарушение фундаментальных принципов дружественных отношений между Арменией и Россией. В одном из последних выпусков Соловьев заявил, что Россия, наплевав на международное право, должна проводить специальные военные операции не только в Украине, но и в других странах своей сферы влияния, включая Армению. По словам Соловьева, для России потерять Армению и страны Центральной Азии было бы гораздо хуже, чем потерять Венесуэлу. Заявление услышали и в Ташкенте. Узбекистан встретит россиян не покорностью, а сплоченным отпором нации. Такое заявление сделал депутат Узбекистана Бекмуродов. Заявление Соловьева назвал провокацией, которая превращает соседей во врагов, и дал совет. Плевать на слова Соловьева, плевать на его имперские амбиции. Мы рекомендуем ему изучить узбекское выражение, которое буквально переводится так: «Играй со своим соловьем». Миф о железной монолитности НАТО может рассыпаться, если российские войска войдут в одну из стран Балтии. Кто-то из членов Альянса соскочит, когда дойдет до конкретных действий. Публично союзники, вероятно, выступят единым фронтом и осудят Москву. Но дальше начнется проверка на кто что реально дает. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Кулеба. Он уверен на 90%, что ни один американский солдат не погибнет за Европу. На вопрос, закончится ли российско-украинская война в 2026 году, ответил нет. При этом допустил вариант прекращения огня. Он считает, что весь год будут длиться переговоры с разной интенсивностью. Кулеба также говорит, что самый болезненный вопрос для Украины – это территории. Любое соглашение, подчеркивает Кулеба, Зеленскому придется продавать украинскому обществу. И здесь, по его словам, реальная картина сильно отличается от социологических опросов. Мое впечатление, если людям выйдут и скажут: вот что нам нужно отдать, но это все остановится, а взамен мы получаем сильную армию, миллиарды на восстановление и членство в ЕС. Я выскажу крамольную мысль.
Мне кажется, это история, которую общество будет готово принять, при условии, что нигде не будет написано, что мы навсегда окончательно отказываемся от этих территорий. Именно поэтому Кулеба считает, что любые территориальные договоренности должны быть вынесены на референдум. Ратификация в парламенте, по его словам, даст лишь временную легитимность, а вот народное голосование может защитить страну от внутреннего раскола и политических спекуляций. При этом звучит новое громкое заявление из США. У Зеленского нет козырей, об этом вновь заявил Трамп, уточнив, что единственный козырь для Киева – это он сам. Иначе без него наступила бы полная катастрофа. Цитирует слова американского президента «Нью-Йорк Таймс». В Североатлантическом альянсе делают другое заявление. НАТО обращается к Путину. Генсек альянса уверяет, Россия никого не запугает. На прошлой неделе мы стали свидетелями применения ракеты «Орешник» по Львову и продолжения атак на гражданскую и энергетическую инфраструктуру. Россия пытается заставить нас отказаться от поддержки Украины, но мы не дадим себя запугать. Демарш в украинском правительстве. Во время рассмотрения представления Зеленского об увольнении главы СБУ Василия Малюка в оборонном комитете Верховной Рады не нашлось достаточно голосов. Профильный комитет не дал убрать архитектора ударов по России. Только что Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки не поддержал проект постановления о заявлении на освобождение с должности главы Службы безопасности Украины Василия Малюка. 7 за, 6 против, 2 воздержались. Но за сухими цифрами речь может идти о политическом демарше. В начале января, по данным «Украинской правды», Зеленский планировал убрать Малюка с поста главы СБУ и перевести его либо в СВР, либо в СНБО. Это вызвало резкую реакцию в военной среде. Командиры и аналитики массово пошли против Зеленского и выступили в защиту Малюка, назвав его ключевой фигурой в войне против России. При Малюке СБУ провела спецоперацию «Паутина», нанесла 3 удара по Крымскому мосту, и это не весь список. На фоне этой поддержки Зеленский заявил, что ротации будут, и решение он принимает сам. После встречи с Малюком Зеленский объявил о кадровых изменениях, а сам Малюк опубликовал пост об отставке по собственному решению, а не через увольнение. В тот же день Зеленский подписал указ о перестройке структуры СБУ и назначил временным руководителем службы Евгения Хмару. Однако теперь все упирается в парламент. Без одобрения Рады отставка не вступит в силу. Без оккупации и создания новой страны президент готов к территориальному объединению. Президент Молдовы Майя Санду допустила возможность объединения страны с Румынией, заявив, что лично поддержала бы такое решение на референдуме. Санду утверждает, что Россия годами пыталась установить контроль над Молдовой через дезинформацию, подкуп избирателей и тайное финансирование политсил. Целью этих операций, по ее версии, было вернуть влияние Москвы и использовать страну против Украины и Европы. Оценивая действия Кремля, Санду заявила, что судит о Путине не по словам, а по поступкам, и этот опыт для Молдовы оказался очень плохим. Она прямо сказала, что не верит в искреннее стремление Кремля к миру. При этом Санду подчеркнула, как президент она обязана учитывать мнение граждан, и они пока не поддерживают объединение с Румынией. Сейчас, по ее словам, страна делает ставку на вступление в ЕС. Тем не менее, заявление Санду о готовности поддержать присоединение к другой стране уже стало резонансным политическим сигналом из Кишинева. Причины Санду объяснила так. Давайте послушаем. Вы сами поддерживаете это? Если бы был референдум, я бы проголосовала за объединение с Румынией. Почему? Посмотрите, что происходит вокруг Молдовы сегодня. Посмотрите, что происходит в мире. Маленькой стране все труднее выживать как демократии, как суверенному государству и, конечно, противостоять России. Но как президент Молдовы я понимаю, исходя из опросов, что сегодня большинство граждан не поддерживает объединение с Румынией, зато большинство поддерживает европейскую интеграцию. Ни за какие деньги Гренландия не продается и находится под защитой НАТО. Таков ответ с острова Трампу. В Гренландии заявили, что слова республиканца о желании приобрести остров неприемлемы ни при каких обстоятельствах. И напомнили, Гренландия, как часть датского королевства, также является членом НАТО. А потому оборона Гренландии должна осуществляться через альянс. В последние годы наша страна привлекает большое внимание международного сообщества, включая НАТО. Это нормально. Стратегическое положение Гренландии важно, а оборона жизненно необходима. Для нас, для наших союзников, для долгосрочной стабильности в Арктике. А Трамп продолжает открыто высмеивать оборонную мощь Гренландии. По его словам, если Вашингтон сейчас не купит остров, это сделают Россия или Китай. И пока остров рассчитывает на поддержку НАТО, президент США заявляет: «Альянс у него в руках. Я тот, кто спас НАТО», написал Трамп в True Social. Гренландия, по сути, защищается 2 собачьими упряжками. А тем временем российские и китайские эсминцы и подлодки повсюду. Мы не допустим этого.
Тем временем в Конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса американского штата. А НАТО на стороне Трампа. Это подтвердил генсек организации Рютте. На пресс-конференции он сказал, что верит, Трамп делает правильные вещи для Альянса. Когда Рютте задали вопрос касательно натовской обороны Гренландии, он фактически уклонился от ответа. В настоящий момент мы работаем над следующими шагами, чтобы убедиться, что мы коллективно защищаем то, что здесь поставлено на карту. Окружены и не готовы. Лукашенко признал проблемы с защитой от дронов. Минск заявляет о сохранении режима постоянной боевой готовности на границе и необходимости усиленной охраны страны. Лукашенко уверяет, что обстановка вокруг Беларуси остается напряженной. По его словам, страна фактически окружена военными подразделениями со всех сторон. Лишь на востоке со стороны России спокойнее. Особое внимание уделяется беспилотникам, которые, далее цитата, «неизвестно откуда и непонятно откуда могут залететь», говорит Лукашенко. В Минске прямо признают проблему. Скажем откровенно, и мы не научились еще на 100% реагировать на эти все залеты и не научились их на 100% уничтожать. Не знаю, возможно ли это 100%, но к этому надо нам стремиться. Напомню, Зеленский пару недель назад заявил, что Беларусь помогает России бомбить Украину. На Банковой говорили, что в Беларуси на крышах жилых домов в приграничных районах стоят антенны для наведения ударных БПЛА России. И что российская армия пытается обходить украинские защитные позиции перехватчиков через территорию Беларуси. Российские испытания на границе с Казахстаном. По данным ОСИНТ-аналитиков, Москва развернула новый полигон для испытания дронов «Камикадзе» «Герань-Шахед» в Оренбургской области у самой границы с Казахстаном. Доказательства этому – спутниковые снимки местности, датированные 2022 и 2025 годами. За 3 года инфраструктура военного полигона существенно изменилась. На снимке есть хранилище БПЛА и пусковые рампы. Аналитики считают, что именно здесь проходит тестирование новых модификаций дронов. Удар по американским войскам. Иран готов бомбить объекты США и воевать с Америкой. Об этом заявляет МИД страны. При этом Тегеран не исключает переговоры с Вашингтоном по ядерной программе. По словам министра иностранных дел Аракчи, он уже обсуждал со спецпосланником Трампа Уиткофом возможную встречу. Но состоится ли она – большой вопрос. Иран не будет вести переговоры под угрозой военной силы, сказал Аракчи в комментарии Аль-Джазира. Если Трамп захочет проверить военный вариант, подобный тому, что был летом прошлого года, Иран готов к этому. У нас есть крупная и разветвленная военная готовность по сравнению с тем, что было во время прошлой войны. Мы готовы ко всем вариантам и надеемся, что Вашингтон выберет разумный путь. Иран тянет время. Именно Тегеран стал инициатором переговоров, пишет Axios. Достоверные источники сообщили изданию, что на минувших выходных глава МИД Ирана Аракчи сам связался с Уиткофом после того, как Трамп заявил о поддержке протестующих и пригрозил иранским властям новыми ударами. По словам источников, инициатива Ирана выглядит попыткой деэскалации с США или как минимум способом выиграть время, прежде чем Трамп примет решение о каких-либо действиях для дальнейшего ослабления режима. Иран идет против европейцев, там ждут объяснения от Стармера, Макрона, Мерца и Мелони. Иранский МИД вызвал на ковер послов Великобритании, Франции, Германии и Италии. Эти страны, говорят, в Тегеране публично поддержали протесты и беспорядки в республике. Европейские правительства должны прекратить поддерживать и поощрять беспорядки в Иране, настаивают власти. Громкое назначение в Самаре. Заместителем мэра стал Сергей Карасев, военный, который находится в украинском розыске. О назначении сообщается на сайте российской программы переподготовки участников войны в Украине в чиновников «Время героев». В 2023 году Генпрокуратура Украины обвинила Карасева в военных преступлениях. По данным следствия, весной 2022 года, когда часть Киевской области Украины была под контролем российских войск, Карасев застрелил местного жителя из-за отсутствия документов, а также избил пенсионерку. Сам Карасев обвинение не комментировал. Жемчуг вместо нефти. В Арабских Эмиратах, а конкретно в Рас-эль-Хайме, туристов приглашают на необычную экскурсию в Дом жемчуга. Добраться туда можно только на лодке. В ОАЭ эта жемчужная ферма единственная в своем роде. Много веков назад, когда нефть еще не была найдена, жемчужный промысел был основным источником дохода для жителей Рас-эль-Хаймы и других регионов Арабского залива. Чтобы добыть драгоценный жемчуг, эмиратцы ныряли на глубину до 40 метров. Современная добыча жемчужин не столь рискованное дело.
На этой ферме их научились выращивать. Для этого в устрицу помещают керамический шарик. Затем устрицы с имплантами помещают на решетку и опускают в воду. Со временем керамические шарики покрываются слоями перламутра. Всего на ферме работает более 45 тысяч устриц. Натуральные жемчужины из-за своей редкости стоят сотни тысяч долларов, тогда как культивированные продаются за сотни и тысячи, в зависимости от размера, формы и блеска. Натуральный жемчуг добыть сложно. Из 100 устриц вы получаете лишь одну жемчужину. То есть шанс появления натурального жемчуга около 1%. В фермерстве вероятность составляет около 60%. Отчет для Долиной пошел. Теперь выселением займутся судебные приставы. Об этом сообщает ТАСС. Если в течение ближайших 5 дней Долина, которая отправилась в заграничный отпуск, добровольно не передаст ключи законной владелице Лурье, приставы могут вскрыть квартиру, заменить замки и передать ключи новой хозяйке. Адвокат Долина уверяет, что покупательница обратилась к судебным приставам ради привлечения внимания к своей особе. По ее словам, артистка была готова съехать еще 5 января, а по данным телеграм-канала Мэш, Долина сейчас отдыхает в Абу-Даби и в Россию вернется только 20 января. Напомню, певица должна была передать ключи от квартиры еще в конце 2025 года, когда суд окончательно закрыл вопрос по спорной квартире. Однако Долина несколько раз переносила даты. Крайний день сдачи ключей был назначен на 9 января 2026 года, но артистка проигнорировала его. Друзья, и отмечу ваши комментарии под видео. Буквально на днях под одним из выпусков вы написали, далее цитата: «Украсть президента Венесуэлы оказалось намного проще, чем выгнать Долину из квартиры». Это самый популярный коммент под видео. Спасибо вам за ваши отзывы, за ваши комментарии и за ваши лайки и юмор. На этом я вам говорю спасибо, хорошего дня, не забудьте поддержать мою работу и до встречи уже завтра.